Арктика не прощает ошибок, но она умеет быть обманчиво прекрасной. В тот мартовский день небо над морем Баффина напоминало перевернутую чашу из тончайшего фарфора, нежно-голубую, подернутую дымкой ледяных кристаллов. Солнце низкое и холодное не грело, а лишь подсвечивало бескрайние поля льда, превращая их в россыпи искрящихся алмазов. По краю небольшого ледяного плато, оторванного от основного пака, медленно шла медведица. Ее звали Айна. Она была старой, опытной охотницей, чья шкура хранила шрамы от когтей соперников и клыков крупных тюленей. Рядом с ней, едва поспевая и постоянно путаясь в собственных длинных лапах, семенил Кутик, ее единственный, выживший в ту зиму медвежонок. Для него мир все еще был игровой площадкой, а не полем боя. Он то и дело пытался поймать лапой снежинки или лизнуть соленую корку льда, не замечая, как часто его мать останавливается и принюхивается к ветру. Запах пришел не сверху, а снизу. Это был тяжелый, мускусный запах океана, смешанный с чем-то острым и хищным. Айна замерла. Она знала этот запах. Так пахнут черные плавники, хозяева глубин, перед которыми трепетали даже киты. Вода у края их льдины, еще мгновение назад зеркально гладкая, вдруг пошла тяжелой рябью. И тогда Айна увидела его. Огромный, угольно-черный спинной плавник, высотой почти в 2 метра, бесшумно прорезал поверхность, словно нож шелк. Затем появился второй, третий. 6 теней, огромных и стремительных, начали описывать правильный круг вокруг их временного убежища. Касатки не просто охотились, они играли в шахматы, где призом была жизнь. Это была семейная группа, возглавляемая старой матриархом, которая знала сотни способов добыть пропитание. Медведи редко становились их добычей. Слишком опасные когти, слишком мало жира по сравнению с гренландским китом. Но в этот год лед ушел рано, добычи было мало, и одинокая медведица с детенышем на крошечном пятачке льда стала идеальной мишенью. Айна глухо зарычала, этот звук вибрировал в ее груди, передаваясь льду. Она подтолкнула Кутика к самому центру льдины, которая в диаметре не превышала 10 метров. Медвежонок, почувствовав ужас матери, съежился в белый комок. Его маленькое сердце колотилось, как у пойманной птицы. Касатки начали первую фазу атаки. Они выстроились в шеренгу, словно солдаты на параде, в 30 метрах от льдины. Синхронно, по невидимому сигналу, хищники рванулись вперед. Прямо перед самым краем льда они резко ушли на глубину, мощными ударами хвостов выталкивая тонны воды на поверхность. Огромная искусственная волна обрушилась на льдину. Лед затрещал. Вода, обжигающе холодная, захлестнула Айну по грудь. Льдина опасно накренилась. Кутик поскользнулся и с жалобным песком покатился к краю, где его уже ждала распахнутая пасть с чистоколом зубов. В последний миг Айна успела. Она не просто схватила его, она буквально придавила его своим телом к ледяной поверхности, вонзив когти глубоко в рыхлый снег, чтобы их не смыло следующим валом. Касатки вынырнули с другой стороны. Одна из них, самая крупная, совершила один шпионский прыжок, вертикально выставив голову из воды. Ее умный холодный глаз встретился с взглядом медведицы.
В этом взгляде не было злобы, только расчет. Касатка оценивала массу льдины и силу, необходимую, чтобы расколоть ее надвое. Вторая атака была мощнее. Касатки зашли с двух сторон, раскачивая льдину в резонанс. Белый остров начал крошиться. От него отлетали куски, уменьшая шансы на спасение с каждой секундой. Айна понимала, их пассивное сопротивление обречено. Следующая волна либо перевернет лед, либо расколет его прямо под ними. И тогда произошло то, чего касатки не ожидали. Обычно медведи в такой ситуации до последнего цепляются за сушу, становясь легкой добычей, когда лед окончательно исчезает. Медведица поднялась на задние лапы, издав такой яростный рев, что даже чайки, кружившие над местом драмы, смолкли. Это был вызов. Но в этом реве крылся холодный расчет. Она заметила, что в паре сотен метров впереди дрейфует полоса пакового льда, плотного, многолетнего ледяного поля, изрезанного торосами, где касатки не смогут маневрировать. Но между ними и спасением была бездна, в которой кружили 6 идеальных убийц. Следующий удар хвостов был сокрушительным. Льдина встала почти вертикально. Айна почувствовала, как опора уходит из-под лап. Она сорвалась в воду первой. Ледяной шок на мгновение парализовал легкие. Касатки мгновенно перестроились. 2 из них нырнули, готовясь атаковать снизу. Остальные начали сужать кольцо на поверхности. Вода закипела от движений гигантских тел. Айна видела под водой стремительные белые пятна на боках хищников. Она рванулась вверх, к поверхности, где на остатках льда метался кутик. В этот момент касатка-самец ударил ее в бок. Удар был такой силы, что медведица весом в 300 килограммов вылетела из воды, как пробка. Боль прошила ребра, но она не сдавалась. Вцепившись когтями в край крошащегося льда, она подтянулась. Кутик прижался к ее мокрой морде, дрожа всем телом. Айна приняла решение, которое позже исследователи назовут беспрецедентным проявлением тактического мышления. Она не стала ждать следующей волны. Айна осторожно, но крепко перехватила кутика за загривок. Медвежонок инстинктивно обмяк, как это делают все кошачьи и медвежьи детеныши. Она прыгнула. Но она прыгнула не в сторону от касаток, а прямо на одну из них, которая в этот момент проходила у самой поверхности. Тяжелая медведица обрушилась на спину хищника, дезориентировав его на драгоценные секунды. Используя инерцию и замешательство стаи, Айна мощными грибками рванулась вперед. Она плыла не по прямой. Она знала, что касатки развивают огромную скорость на открытой воде, но они тяжелы на поворотах. Медведица начала петлять среди мелких обломков льда и шуги ледяной каши, которая мешала плавникам китов двигаться в полную силу. Кутик был тяжелым. Его голова едва возвышалась над водой, и Айна изо всех сил старалась держать его выше, чтобы он не захлебнулся и не замерз окончательно. Сердце медведицы работало на пределе, мышцы горели от перенапряжения и холода, который пробирался даже сквозь густой подшерсток. Касатки быстро опомнились. Они начали преследование. Одна из них прошла прямо под Айной, задев ее живот плавником. Медведица резко развернулась в воде и, не выпуская детеныша, ударила задней лапой с выпущенными когтями. Вода окрасилась розовым,
она зацепила чувствительную кожу хищника. Эта неожиданная агрессия в воде стихии касаток заставила стаю на секунду замедлиться. Касатки привыкли к убегающей добыче, а не к той, что дает сдачи в их собственном доме. До края пакового льда оставалось 50 метров, 40, 30. Айна чувствовала, что силы покидают ее. Лапы становились свинцовыми. Касатки, поняв, что добыча уходит, предприняли последнюю попытку. Самая крупная самка вырвалась вперед, готовясь перехватить медведицу у самого края льда. В этот момент Айна сделала невероятное. Она отпустила загривок Кутика и мощным толчком морды буквально швырнула его вперед на низкий выступ льда. Медвежонок, скользя, зацепился когтями и выкарабкался на твердую поверхность. Теперь она была одна, без груза, но и без сил. Касатка уже раскрыла пасть, целясь в заднюю часть тела медведицы. Айна почувствовала движение воды от челюстей хищника. Собрав последние крохи энергии в один рывок, она выбросила свое тело вперед и вверх. Когти вонзились в лед, кроша его. Она соскользнула один раз. Второй. Вода за ее спиной взорвалась брызгами от удара челюстей касатки, которая промахнулась на считанные сантиметры. С диким, захлебывающимся рыком Айна втащила себя на торос. Она отползла на несколько метров от края и рухнула на снег. Касатки еще долго кружили у края ледяного поля. Они выныривали, били хвостами, словно в бессильной ярости, но заходить в лабиринт торосов не рисковали. Там огромные глыбы льда, уходящие глубоко под воду, могли легко зажать и покалечить их нежные тела. Постепенно их дыхание-фонтаны стали слышны все дальше и дальше, пока тишина Арктики снова не сомкнулась над этим местом. Айна лежала неподвижно. Ее белая шерсть свалялась и замерзла, превратившись в ледяные сосульки. Бок болел от удара, а легкие хрипели, но тут она почувствовала что-то теплое и мокрое у своего уха. Кутик, маленький медвежонок, дрожащий от холода, но живой, тыкался носом в ее щеку и тихонько скулил. Он начал вылизывать ее мокрую шерсть, пытаясь согреть мать своим крошечным теплом. Айна тяжело подняла голову, посмотрела на своего детеныша и тихо, почти нежно воркнула. Она нашла в себе силы подняться. Впереди их ждал долгий путь по бескрайним льдам, новые охоты и новые опасности. Но сегодня она сделала невозможное. Она победила океан. Дорогие зрители, спасибо, что досмотрели эту невероятную историю до конца. Если вас поразила смелость этой матери-медведицы, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Здесь мы каждый день открываем самые захватывающие и честные страницы из жизни дикой природы. До свидания.